Доброго времени суток. Сегодня посмотрел интереснейшую партию. И вот к какому я выводу пришел. После просмотра партии, после просмотра вариантов, что шашки в принципе очень похожи на жизнь. Некоторые ситуации прямо-таки преломляются в жизни. Не всегда, когда вы в дамках, то есть у вас очень кажется, что хорошее положение, не всегда вы получаете какую-то супер ситуацию, либо супер эффект, который положен для вас, либо вы попадаете в дамки, и потом неожиданное разочарование какое-то появляется. И в жизни, и в шашках в том числе. И давайте я подтвержу все вышесказанное просмотром данной партии. Начнем с этой позиции. Сегодня будет одна партия. Пошли в партии GF6, партия игралась на лидера вся. Меня привлек внимание этот ход, EF6. Покажу основные моменты. GH2 в партии. GH2 посмотрим, там другие еще ходы посмотрим, но давайте я сейчас, давайте с варианта с этого начнем. То есть я хочу пойти GF. Такого хода нету, потому что получается эта комбинация. И основной, мне кажется, вариант GF4. Там еще просто варианты, почему мне кажется, я не точно сказал, еще варианты есть. Что-то будем рассматривать, что-то нет. У меня тут идею хочу основную донести. И прорыв, видите, идет прорыв дамки. Но здесь черный, к сожалению, черных ждет разочарование. И здесь, как вы понимаете, выигрыша нет. То есть куда-то здесь дальше. Так, давайте еще, может. Я заскочил здесь. Давайте еще посмотрим. То есть ЦТ. Этот один из основных вариантов. То есть в дамки нельзя ходить. Потому что этот ход. Далее. Если не ходить дамки, если ходить АБ4, то получается EF6. Давайте мы потихонечку с этой позиции посмотрим. Опять так. BC5 я уже показал. И здесь есть еще ход, кстати, BA7. Давайте заодно смотреть основные варианты, которые я хотел вам показать. DE7, смотрите. Здесь чисто шашечная, я считаю, что тема. DE7 достаточно такой интересный вариант. Чем он интересен? Потому что FE5 и GF4. И здесь, конечно, не проходит этот вариант. Если белые бьют сюда, то мы ход этот сделаем и назад две шашки. И здесь мы с лишней шашкой, видите. А надо бить тоже. Смотрите, назад бьем. Проводим. И кажется, мы опять, цель моего видео, видите, много таких позиций будет. Кажется, уже практически везде в дамках, но нас отбрасывают здесь. Естественно, надо бить. Так, и нас просто отбрасывают назад. Так одна из таких получилась позиция. Из вариантов. Давайте дальше посмотрим. ED4 может быть. EF6, ED4. Давайте рассмотрим этот ход. И здесь опять. Идея у меня какая была? GF4. ED6. Надо ED2, но вариантов нету. То есть DC5 я закрываюсь. DC5 я закрываюсь. Хотя здесь все очень может быть интересно. Очень может быть интересно. Почему может быть очень интересно в этой позиции? Жертва. И такая идея. То есть за счет того, что эти шашки не играют, давайте я вам покажу варианты. И B5. Видите как. И здесь надо, кстати, ничью делать черным. Очень любопытным образом надо делать ничью. И потом
проводить вот эту вот комбинацию. То есть здесь без вариантов. Но вот видите, симпатичные такие идеи. Я считаю, что симпатичные идеи. Видите, отдача и вот этот вот момент. Я повторюсь еще раз. Потому что мне кажется, что они очень симпатичные. ЕД2. И вот здесь вот как раз ход очень интересный есть. ДЕ5. Бой. ДЦ. Надо отдать. И БЦ5. И вот здесь очень интересно все. Очень интересно. То есть кажется, что ЖФ4 ход делать надо. И бой-бой на F4 вот форсирует вот эту вот ничью. Но есть опять вот как, наверное, вы что-то о чем-то догадались. Наверное, вы о чем-то догадались. Здесь есть такой ход. БА7. Смотрите, вот сумасшедший, совершенно сумасшедший ход. На ЦБ6 ход ЖФ4. И вот здесь вот как раз интересно, все очень интересно поиграть, особенно в блиц. То есть, если так, то вот эта вот схема идет. Ну и здесь, здесь ничья. То есть ничья, но можно как-то ошарашить, конечно, соперника достаточно сильно. Не как-то, а достаточно сильно ошарашить соперника. Но вот такая вот позиция. Так что я тут еще не посмотрел. А, вот ход, да, ДЦ5. Здесь все-таки, наверное, сильнейший ход в этой позиции ДЦ5. И вот надо, смотрите, очень любопытная тоже позиция. Надо на С3, БА7. Не нападают, а БА7. Почему не нападают? Потому что рожон все-таки. Достаточно сильный рожон здесь. И шашек, если вы заметили, по 7. То есть равное количество шашек. Тут супер чего-то не поделаешь. Но вот за белых интересно. Белые находят интересные варианты. Смотрите, ЖФ. Меняться надо. Тут вариантов нету, потому что на этот ход просто ЕД4. Ну и здесь надо делать либо ЦД2, как-то ничью надо делать, либо ЖФ, потому что вот это вот нападение как раз-то не проходит, как вы понимаете, из-за этой идеи. Давайте дальше посмотрим. Размен. То есть здесь еще черные борются за победу. И вот здесь вот интересный ход такой. ЕД2. Потому что действительно, если ходить ЖФ, АЖ, давайте я вам покажу. То здесь вот ходы как раз-то вроде бы у белых заканчиваются, но позиция по идее вот ничейная. Вот такие вот варианты. Вот такие варианты. Так, давайте еще раз посмотрим то, что я хочу показать. ЕФ. Вот АБ4. GH. Ну, кстати, может и на ту позицию надо идти. Почему я вот опять, вы догадались, уже позицию эту показываю. То есть прорывались дамки, и вот эффекта, покуда не видно эффекта. То есть нету постановки. Почему? Потому что ДЦ5. И вот эта вот тема с постановкой, то есть она постоянно стоит. Куда-нибудь ДЕ, получается БЦ5. Видите, нельзя ставить. То есть нельзя ставить постоянно дамку. Вот о чем я и говорю, что прорывались дамки, но вот эффекта никакого нету. А вот в партии было. Давайте посмотрим, что было в партии. То есть ЕД4. А вот здесь опять интересный момент. То есть, но мы рассматривали, видите, вот эту вот жертву ЕФ6 и ФЕ5, и прорывались дамки, ну где вот эффекта как раз-то не было. Здесь как раз уже F4, смотрите, тоже любопытные очень варианты. DC7, и вот какой-то
завязку, можно сказать, за черных получить. Вот интересный такой ход. Вот здесь вот эта шашка достаточно сильно мешает шашкам белых развиваться. Но вот опять, смотрите, опять к этой же теме. Вы, наверное, будете смеяться, но опять здесь все дело закончится тем, что белые пропускают дамки. Е2 проигрывает ход. Как вы догадались, наверное, ход Е6, просто Е6. Смотрите, простой, но эффективный ход. И поэтому опять мы пропускаем в дамки. И вот здесь опять ничего нету. То есть, как не ставишь, вот эти ставить мы ловим. Вот вся, видите, вся партия пронизана тем, что просто ловим дамку. Не знаю, не подсказывает что-то партия в жизни, либо что-то другое, но вот такая партия, видите. Опять здесь, ну, вот здесь вот партия ничейная, получается партия. Позиция ничейная, я уже заговорился. Так, давайте посмотрим, что было в партии. ЕД, ЕФ. Ну, вот в партии ЕФ, конечно, грубая ошибка. Вы, наверное, догадались, что совсем все просто было. Так, давайте сейчас дальше посмотрим. Мне кое-какие моменты интересуют очень сильно. И они интересные тоже, будут интересные моменты. В партии было ФЕ, но вот я предлагаю ДЕ. Смотрите, очень любопытная позиция. ЖФ4 поменялись. И тоже кажется, что все выиграно. То есть я хочу сюда напасть. То есть размениваться нельзя, как вы понимаете. То есть вот, оно размениваться нельзя, получается. Далее. ЕД2 остается ход. И вот здесь вот самое интересное, что ничего опять нет. Ну ничего нет, ничейная позиция. В партии было. Вот опять, видите, вроде бы супер. Все, рожон поставили, супер, рожон поставили и должно быть выиграно. АБ6 в партии было. Давайте ЖФ посмотрим. И вот здесь опять очень идея симпатичная, я думаю, она вам понравится. ДЦ7 приглашаем в дамки. ДЦ7. ЦБ6. Ну вот такая вот позиция. Вот такая комбинация здесь. То есть, как дальше играть? Надо было же F4, да. Я вот вспоминаю, что надо было же F4, потому что я вчера, могу сразу сказать, сегодня не пересматривал. Вчера эти вот комментарии сделал, и сегодня делаю видео. Вот этот вот красивейший ход, смотрите. Первый красивейший. И вот эта вот тактика симпатичная, очень симпатичная. В партии было АБ6. Выиграли еще. Выиграли здесь каким-то образом черные. Ну, давайте до конца не будем смотреть. Мои комментарии закончились. Спасибо тем, кто играл эту партию в Лидравсе. И вот подвиг меня на эти комментарии. Выводы каждый может для себя сделать сам. И ждите наших новых видео. До новых встреч!